Доброго времени суток. Как я и обещал, если будет при просмотре чемпионата Республики Беларусь что-то интересное, я буду показывать. И вот, можно сказать, настал тот момент. Действительно, пару фрагментов очень интересные, на мой взгляд. И давайте их смотреть. Вот позиция из творчества Игоря Михальченко. Давайте я, наверное, поверну. Он играл черными. Вот СБ4 было. Но здесь БА3 был. Конечно, ход сразу идет. Такой интересно. Надо было здесь, кстати, и вот здесь вот БА5. Я думаю, что сначала. И вот здесь вот он пошел, его соперник пошел СБ2. Надо было все-таки пойти БА5 и играть спокойно вот эту вот позицию. Ну, давайте не будем отвлекаться. Мне это интересует. БЦ5 был, ну, конечно, грубая ошибка. И АБ4, и вот. Собственно говоря, что получилось в партии. А вот давайте посмотрим интересную здесь позицию. ЕД4, и вот нападают ЕД6. Естественно, на этот ход. Вот эта вот идея идет, мысль. И вот вроде вот нормальная мысль, и потом поменяться. Но вот продолжение БЦ5 побили. И здесь сюрприз, я думаю, очень сильный. Если бы вот позиция была, очень сильный сюрприз для белых был бы. Неожиданный ход. И почему? В стиле моих вот публикаций, в стиле моих видео, ход очень такой, можно сказать, типичный. БА7. Ну вот видите, интересный такой ход. Если FG3, то, естественно, здесь выигрывается. А если BC5, то просто выигрывается шашка. Ну вот такой вот симпатичный ход. На мой взгляд, очень симпатичный. И вот давайте смотреть дальше, что тут было дальше. Андрей Валюк играл с Павлом Боким. Ну, вот позиция возникла. DE7. Ну, наверное, даже я не знаю. Ну, давайте быстро вот этот посмотрим вариант. Интересно, на мой взгляд. Тоже видите, FE5 такой нестандартный, конечно, ход. DE7, понятно. Ну, вот. Те, кто играет в шашки 64 DE7, который был в партии, понятно, что более просятся. Но вот был интересный ход, видите. Здесь тоже непонятно. Вот АБ2, скорее всего, надо за белых играть. Почему? Потому что, допустим, вот есть такой ход. Здесь можно и DE7, и FE7. То есть, вот если DE7, единственное, что здесь появляется, конечно, интересно. Я постараюсь что-то интересное давать. Может, с практической точки зрения это не совсем то, что нужно, но вот эти вот интересные варианты. Есть, кстати, здесь и другие варианты. Давайте посмотрим. Ну вот, FE, GH, но уже здесь, видите, будет проблема достаточно большая с прорывом. То есть, если чисто вот играть эту позицию, то, конечно, в партии, наверное, если еще со временем какие-то есть проблемы, то, конечно, не стоит, может. А вот давайте посмотрим вот этот вариант, что я хотел вам показать. И вот ЦБ. Видите, угроза, можно сказать. На D4. И вот такие вот варианты и прорываются черные. Но это не самое интересное по партии. Наверное, может, даже это не сильно интересно. А вот здесь вот было в партии очень интересно все. HG5. То есть HG5 и FE5. Здесь есть удар. Грозит вот этот вот удар. Конечно, шашек здесь очень много отдается. Но все-таки давайте смотреть чуть-чуть другую позицию. То есть на вот этот вот ход есть интересное очень продолжение EF. Ну и вот что делать? Допустим,
Если CD, то есть вот этот удар, естественно. Ну и так далее. Вот эти вот маневры есть. То есть FG. И вот здесь вот Павел побил на F2, и партия завершилась в ничью. А был ход на B4, который, кстати, был во второй партии. Вторая партия была практически аналогичная. То есть сюда не пойдешь, потому что именно EF 4 предварительная жертва и BA3 будет. А вот здесь на HG5, кстати, в партии было. И вот G, если GH4 ходить, давайте, может, я не знаю, поверну даже доску. Мне кажется, что так проще будет смотреть. То вот этот вот план не проходит. То есть хочется, чтобы, конечно, назад побили. И вот эта вот идея. Но здесь на G5, и видите, ничего не проходит. Далее. GH есть. И вот так. Да, GH4, это был вот этот вот момент в партии. Так, и вот это вот во второй партии был. Вот этот вот маневр и так далее. Так, я здесь чуть запутался уже. А вот давайте посмотрим вот этот момент. Я думаю, он будет интересный. Вот, собственно говоря, ради чего смотрим вообще всю партию. Наверное, до этого было. Ну, я думаю, что это все-таки стандартно все. Давайте назову это стандартным. И вот интересный маневр. Смотрите, какой интересный маневр. Вот здесь вот. GF и EF4. Вот если под цейтнот или когда маловато времени, интересно, конечно. Вот на этот ход интересный вариант, видите. И здесь нельзя нападать никогда, потому что получается вот эта вот позиция. Так. Давайте здесь смотреть АБ6. Ну вот интересно очень позиция. Получается, надо отдавать, потому что опять нападать куда-то будут вот эти вот удары. Видите, с одной стороны без шашки, но вот если под цейтнот, конечно, или в блиц, очень все интересно. Но вроде ничья, вот я ничего не вижу. Получается, видите, с одной стороны все должно быть нормально, но если, допустим, куда-то сюда отдать, то получается, видите, идут в дамки, то есть ничего не видно абсолютно. То есть шашка застопорилась и ничего не видно. Вот давайте дальше посмотрим. Ну, вот здесь тоже ничего не видно, к сожалению. Ну, поменяли просто здесь. Вот такая вот идея. И вот интересно, я считаю, вот этот момент, конечно, достаточно интересно. Вот жертвой, именно жертвой. Особенно под цейтнот, вот интересно было бы. Или конец партии, то есть когда уже так нервы на пределе. Далее. 5 Андрей Валюк вот играл партию. Так, давайте я с этого момента вам покажу. Там были другие варианты. Ну вот CB4. CB4 и стандартно он выиграл. Здесь стандартная идея. Угроза CB. Вот, идея с известного дебюта. Ну вот интересен вот этот вот ход был бы. То есть на CD4 вот эта вот тактика. Ну вот, собственно говоря, что я хотел вам показать. И Игорь Михальченко вот тоже играл белыми с Дмитрием Шумаковым. Тоже интересный момент был. Напал он, и Дмитрий вот тут вот вторгся. Давайте я на черный даже буду показывать. Ну, тут я не знаю, что тут какие ходы. Ну, кроме GH4 я не вижу, чтобы как-то окружать и забирать. Либо отсюда, либо H3 ходить. Ну вот FE5 было в партии. И после EF2 сдались они где-то через пару ходов.
Так, а вот ход cd4 здесь. То есть, если давайте рассматривать потихонечку все позиции, ходы ед2. Вот смотрите, вот это вот защита идет на ед2. Далее, на g3 размен. Естественно, на нападение gf и g. Вот такие вот маневры. А на gh4 получается... Так, на gh4. Вот именно размен. Почему? Потому что на dc3 все-таки аб4 ходить некуда. То есть вот эта жертва, ну, рожон не очень эффективный, потому что получается шашка вот здесь вот. А именно ходить аб6. Опять на нападение получается вот этот маневр. Так, на аб4 получается gf6. И на этот ход уже получается вот этот ход. Ну вот такие вот, я думаю, что где-то интересные, где-то не очень идеи были. То есть там может где-то лишних вариантов. Варианты, точнее сказать, лишнее показывал. Но я думаю, в основе вот, они вам даже может пригодятся, некоторые идеи. Итак, до новых встреч.